международный получается, были использованы здравый смысл и медиативные техники, которые привели к заключению медиативного соглашения. Ну а дальше, уважаемые коллеги, здесь вот ссылки на источники, на которые я ссылался. Это закон об арбитраже, третейском разбирательстве от 29 декабря 2015 года и свежее постановление Пленума Верховного Суда, который рассматривает споры по экономическим спорам, возникающие из отношений, осложненных иностранным элементом, как это принято говорить, а также журнал «Третейский суд». Я хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, что медиация позволяет изящно разрешить международный конфликт, международный спор, трансграничный спор, опираясь на общие правила и общие понятия. Конечно, специфику, терминологию можно изучать, и эта терминология изучается за счет обмена с коллегами, штудирования специальной литературы. Ну и в целом, не боги горшки обжигают. Практика, она поможет вам подключиться к этому спору. На этом я предлагаю, уважаемые коллеги, наше сегодняшнее занятие закончить, а его результаты я выложу в YouTube, вам вышлю ссылки, и еще раз надеюсь, что Алла послушает результаты, так, как будто она находилась в одной аудитории с нами. Не расстраивайтесь, Алла, такие технические проблемы бывают. Давайте, до следующей встречи. Календарь занятий будет анонсирован. Аккуратно. Всего доброго. До свидания. До свидания, Алла. До свидания, Равиля.